Онлайн-игры на базе блокчейна становятся все разнообразнее и интереснее. Если раньше их главным преимуществом была возможность заработать деньги, и это могло компенсировать скучный сюжет или посредственную графику, сегодня разработчики стремятся не отставать от создателей обычных многопользовательских игр. Создатели Planet Quest не исключение. Результатом их работы стала по-настоящему увлекательная, красивая и хорошо проработанная экономическая игра для любителей космических путешествий. Концепция игры. Planet Quest – целая вселенная, заключенная внутри игры на базе блокчейна. Это мир будущего, который игроку предстоит исследовать в поисках артефактов и вещества под названием Quantum. Каждый участник игрового процесса может не только любоваться удивительными пейзажами 27 века, но и покупать уникальные предметы коллекционирования в формате NFT, такие как комиксы или произведения искусства. Разработчики также утверждают, что в планах создания своей кинематографической вселенной, основанной на приключениях героев. Однажды ее можно будет увидеть на экранах кинотеатров, а пока игроки будут творить историю, развивая удивительный мир. Каждый игрок, регистрируясь на сайте, становится исследователем. Его главная задача – добывать Quantum, специальное вещество, играющее роль внутренней валюты токена PQX. Игроки могут как выбрать индивидуальный режим и соперничать с другими исследователями, так и объединиться с друзьями и соревноваться с целыми фракциями, чтобы повысить шансы на успешный поиск артефактов и ресурсов. Какой бы они ни выбрали путь, у любого сценария есть свои преимущества. Уникальная особенность вселенной Planet Quest – это бесконечное количество планет, которое может посетить каждый исследователь. При случайной генерации создаются новые карты с разбросанными на них артефактами и ценными ресурсами. Задача игроков не только исследовать новую планету в числе первых, но и прочно закрепиться на ней, чтобы иметь возможность зарабатывать. Игра имеет сразу несколько граней. Это симулятор выживания, коллекционирования и экономическая стратегия одновременно. Помимо коллекционных NFT, игроки могут находить детали, с помощью которых легко усовершенствовать снаряжение. В улучшенном виде оно позволяет добывать еще больше токенов, технические особенности и партнеры. В основе проекта уникальная технология Genesis Engine, созданная Galactic Entertainment, которой до сих пор нет равных. Именно с ее помощью генерируются целые планеты NFT. В данный момент у игроков есть возможность рассматривать их поверхность, двигая ползунок, но в скором времени они смогут и совершить высадку. Игра хорошо оптимизирована, и войти в нее можно прямо из браузера. При этом возраст и мощность оборудования не играют роли, даже на слабых компьютерах она не должна зависать. Разработчики гордятся тем, что их игра будет доступна даже людям, живущим в странах третьего мира, где даже планшетный компьютер с низкой производительностью есть не у каждого пользователя. Команда сотрудничает с Immutable X, Infinity Force и Starkware, используя технологии их разработчиков для того, чтобы сделать игровой процесс более интересным и разнообразным. Важную роль играет и тот факт, что для игры не обязательно заводить криптовалютный кошелек. Можно использовать фиатные деньги на счету банковской карты. Для тех, кому больше по душе оплата в токенах, предусмотрена возможность подключения кошелька. Такой подход позволяет существенно увеличить аудиторию игры и привлечь к блокчейну внимание геймеров по всему миру. Игра будет по-настоящему децентрализованной. Даже если у разработчиков есть свой взгляд на сюжет, его будет определять блокчейн-алгоритм. Влиять на ход игры смогут и пользователи, каждый из которых будет наделен правом голоса. При этом голоса участников обсуждения будут равны вне зависимости от того, насколько крупными активами владеет игрок. Принятые сообществом решения сформулируют сюжет, на базе которого будут созданы арты и комиксы, рассказывающие новым игрокам предысторию мира.
Они лягут в основу фильмов и сериалов, которые будут сняты по вселенной Planet Quest. Внутренние особенности игры. Есть несколько основных понятий, которые стоит рассмотреть отдельно, говоря об удивительном мире этой игры. Планеты. Они делятся на освоенные и неосвоенные. Первые могут принадлежать определенной фракции, а вторые открыты для исследователей, которые могут присвоить их. Игрокам будут доступны задания на чужих планетах, но они должны быть готовы к отпору со стороны их владельцев. Гильдии. Каждый игрок может стать частью дома, империи или союза, в зависимости от его предпочтений. У этих фракций есть уровни редкости, в зависимости от которых их члены получают определенные преимущества. Родная планета. Это место, где игроки проводят время, пока не накопят достаточное количество ресурсов для космического путешествия. Миссии. Они рассчитаны на группы игроков и включают перелеты на новые планеты, сражения с другими фракциями и сбор ресурсов. В зависимости от того, насколько сложной была миссия, победителей ждет награда в виде деталей, снаряжения или артефактов. Строительство. Найденные в ходе миссии детали можно применять для создания и улучшения специального оборудования. Оно сможет ускорить исследования и повысить их эффективность. Внутриигровые активы. Токены игры можно не только использовать для строительства и развития фракций, но и обменивать на другие криптовалюты или фиатные деньги на биржах. Есть несколько способов их заработать. Это лишь ключевые моменты, связанные с геймплеем. Отдельного внимания заслуживает экономическая составляющая вселенной. Токеномика Planet Quest. Чтобы разобраться в экономике игры, стоит рассмотреть ее основные аспекты. Важнейший из них – это внутренняя валюта PQX, которая носит игровое название Quantum. Ее можно приобрести на бирже или получить за игровые достижения. Тратить активы нужно рационально, поскольку лишь в таком случае получится стать успешнее других исследователей и закрепиться на выбранной планете. Приобрести токены до запуска самой игры можно в рамках частных или публичных продаж. Резервы будут распроданы в течение 4 лет со дня первой продажи, а 22,5% из них останутся на счетах команды разработчиков. Порядка 46% токенов в будущем станут наградой для игроков. Стоит также рассмотреть активы NFT, среди которых гильдии и планеты. Присоединяясь к ним или становясь владельцами, игроки раз в определенный период получают вознаграждение, выраженное во внутренних токенах игры. Они также могут сдавать свое оборудование и другое имущество в аренду, чтобы зарабатывать проценты. Потратить средства можно на переход на новую планету, улучшение оборудования или вступление в более редкий союз, который дает больше преимуществ. Продуманная система торговли позволяет зарабатывать на продаже артефактов, шестеренок, запчастей и расходных материалов. Торговлю регулируют продуманные механизмы инфляции и дефляции, которые не позволят экономике рухнуть от переизбытка спроса или предложения. Planet Quest сегодня. Разработка игры ведется уже больше года, и ее создатели регулярно делятся с сообществом новостями. На данный момент можно зарегистрироваться на ее официальном сайте, выбрать себе фракцию и даже поучаствовать в развитии сюжета. В середине февраля команда сообщила о создании новых тропических планет. Уже известно, что они могут быть обычными, редкими, легендарными и эпическими. В статье, посвященной им, разработчики также рассказали о роли NFT планеты в игре и ее технических особенностях. Чуть позже команда рассказала о предстоящем сотрудничестве с Ignite Tournaments, которая поможет создать в игре уникальный режим турниров.
Они будут рассчитаны как на целые фракции или их объединения, так и на отдельных игроков, решивших помериться силами с конкурентами. Турниры можно будет настроить, чтобы сделать игровой процесс еще более разнообразным и интересным. В рамках сражений игроки будут получать артефакты и внутренние токены партнера, которые называются Тенка. 1 марта разработчики поделились информацией о ледяных планетах. Как и тропические, они будут обладать редкостью, которая влияет на количество ценных ресурсов и артефактов на поверхности. Разработчики также рассказали, что используют модели физического рендеринга для повышения привлекательности картинки. В результате изображение получается фотореалистичным, а игра света завораживает. Пока неизвестно, как скоро ледяные ландшафты станут доступны обычным пользователям, но полюбоваться ими издалека уже можно. Еще через неделю команда рассказала о вулканических планетах, а 15 марта представила самые загадочные, странные. 10 марта разработчики поделились информацией о еще одном партнере – Infinity to Earn, сети, которая объединяет любителей блокчейн-игр по всему миру. Infinity to Earn поможет привлечь большое количество геймеров на сайт, что обеспечит быстрый и уверенный старт проекту. Партнеры создадут специальные обучающие материалы, которые помогут новичкам быстрее влиться в игровой процесс и начать зарабатывать токены, занимаясь любимым делом. Игроки получат знания, которые смогут использовать для извлечения выгоды и на благо самой игровой платформы. Разработчики рассказали, что совсем скоро наград Passport Rewards станет больше. Они подробно описали систему вознаграждения для новых игроков, которая позволит им быстрее получать токены после выполнения простых заданий. Пока игра недоступна для исследователей, но они могут копить награды в кошельке, чтобы в будущем разблокировать их и использовать как преимущество. Всего можно собрать 100 уникальных кредитов, а дополнительные доступны для покупки на EMX и Token Throw. Разработчики также рассказали об актуальной цене на комплекты снаряжения, которые можно получить уже сегодня. Planet Quest – это перспективный проект, у которого есть все шансы стать популярным среди геймеров. Ведь игра предлагает не только красивую графику и гибкий сюжет, который можно создавать вместе с другими игроками. Она также дает возможность зарабатывать, продавая редкие NFT и обменивая внутреннюю валюту на другие токены или фиатные деньги. Разработчиков уже поддержали другие команды, к мнению которых в криптосообществе прислушиваются. Остается надеяться, что уже очень скоро игроки смогут отправиться навстречу неизведанным планетам.